Всем привет! Сегодня хочу порассуждать на очередную тему, а именно про нелюбимые техники, материалы. Стоит мучиться с ними, не стоит, и вообще есть ли такие вещи, что с ними нужно делать. И повторюсь, я буду из видео в видео это говорить о том, что у меня был перерыв 10 лет в рисовании и вообще в общении с чем-либо художественным, очень большой, но именно этот разрыв мне позволяет очень много сделать интересных выводов, как мне кажется, потому что я попала в очень конкретный период и перехода из классического рисования в такой очень популяризированный, более легкий, легкое ощущение от рисования, получения удовольствия и так далее. Поэтому мне есть с чем сравнивать, и мне очень интересно, в принципе, этим с вами делиться. Так вот, относительно материалов. Я училась и выросла с мыслью о том, что нелюбимых материалов в принципе не бывает. Нам как бы говорили о том, что вы можете освоить любой материал, и вообще, в принципе, все должны были освоить масло. Акварелька — это так себе, графика тоже, но только если вы прекрасно рисуете. При том, что масло у меня, так себе и шло. Мне, в принципе, такие густые материалы, то есть там гуашь, масло, акрил. Вроде бы да, но вроде бы не так уж сильно, но как бы это считалось престижно, это нужно было обязательно, нужно было уметь. И, в принципе, да, любую технику можно освоить. То есть в каждой технике, в каждом материале есть определенные законы, есть определенные методики, стратегии, то, как вы положите руку, то, какими материалами вы будете пользоваться, то ли мастихин, то ли какая-нибудь там жесткая кисточка. Всегда можно сделать какие-то фактуры. И за счет большого количества практики вы можете освоить этот материал. Но как бы я после 10 лет влилась в атмосферу того, что как хотите, так и рисуйте. И меня это поразило, потому что сейчас как бы веяние такое, что не нравится материал, не рисуй, переходи на другой. Не нравится классическое рисование, переходи в диджитал. Не нравится в диджитале, переходи обратно к акварельке. Хочешь рисовать только ручкой, рисуй только ручкой. И меня это поразило, потому что, повторюсь, я столько лет прожила с мыслью о том, что если тебе не нравится, ты все равно должен это освоить, что вот эта самая свобода сейчас, конечно, удивляет. Самый ненавистный мною материал — это пастель. Я пыталась очень долго к ней приноровиться, я покупала ее разную, я покупала много цветов, мало цветов, и каждый вот этот набор, кстати, который я покупала, потом переходил в какие-то другие руки, потому что, я не знаю, как бы чисто технически я знаю, как с ним работать, что нужно делать, там, растирать, не растирать и так далее. Но я никогда вот вообще не получала не то что удовольствие, у меня вечное было раздражение от него, потому что это грязь, это пыль, это вечные у меня проблемы с тоном, потому что я слишком много цвета туда бухала, а про тон не забывала. В общем, никак я не могла с ним подружиться, и тем более у тебя вечно еще грязные руки. Я в перчатках вообще не могу работать, потому что я теряю ощущение сцепки с поверхностью, и все, я как без рук получаюсь. В общем, это был абсолютно ненавистный мой материал, до сих пор остается. И меня, кстати, не заставляли им работать. Это не была обязательная программа, это всегда пастель такая была, не обязательная программа. Как-то так смялась, и сейчас, когда вот я вернулась в рисование, я посмотрела, что все рисуют гуашью. Вот это китайской гуашью, которая такая красивенькая, пастельненькая, это все красиво выглядит в Инстаграме. Я как раз-таки в Инстаграме в то время подписалась на художницу, которая рисовала только этой гуашью. И мне так захотелось, и я купила ее, потому что она вообще не дешевая, вообще. И что я могу сказать? На первой волне вдохновения я порисовала, даже с удовольствием. Я сделала, по-моему, около 4-5, может быть, 6 рисунков, и все, моя гуашь засохла, потому что я к ней не обращаюсь. И я со временем понимаю, что вот эти, повторюсь, такие вязкие, кроющие какие-то цвета вообще не мое. Как-то не знаю, что у меня с ними. Они меня вот не раздражают, потому что акрилом я иногда люблю работать. Вот иногда есть такие
работы какие-то, вот, которые ты воображаешь себе в голове, вот они с акрилом прям самое то будут смотреться, чтобы вот были эти мазки, была эта фактура. Иногда хочется, но это очень-очень редко, и, в общем, какая-то не совсем моя история. Иногда да, но не в большинстве случаев, потому что я знаю очень много художников, которые обожают акрил, он у них в гигантских банках, потому что они любят вот эту фактуру, они там рисуют пальцами, мастихинами, в общем, это какая-то своя история, которая вообще не про меня. Вот, потом я пыталась как-то разнообразить свою акварель, это тоже по поводу любимой и нелюбимой, то есть вроде бы я акварель люблю, но у меня такая проблема, что как бы я ни старалась, если я смешиваю больше 2-3 цветов, моя акварель становится очень тусклой, очень серой, при том, что если другой человек смешает такое же количество краски, с таких же оттенков, у него получится потрясающий яркий цвет. Я просто не знаю, что это такое, это у меня какая-то магия. Когда я училась в художественном училище, мой преподаватель говорил, что это просто какой-то отдельный у меня талант делать все работы серыми. Потому что, особенно когда вот вы в художественном вузе какого-то учитесь, вы очень долго всегда и нудно работы делаете, то есть это не один урок, не два, это 6-7 пар, когда вы мусолите один и тот же рисунок. И в моем случае, чем дольше, тем пыльнее у меня все получалось, вот действительно. Особенно это показательно, когда все работы выставлены, и вы видите как бы один и тот же натюрморт, там, например, или человека, как люди его рисуют, и мой всегда был самый тускленький. Это я к чему? К тому, что я тоже там порывалась, вот я буду больше акварелью работать, мне это нравится, я купила большой красивый набор, я купила коробку, я такая молодец, потратила тоже какое-то неимоверное количество денег, ну да ладно. Начинаю рисовать и понимаю, что то, что мне говорил преподаватель, нужно вспоминать, потому что она мне говорила не смешивать больше 2 цветов, иначе грязь. В моем случае как бы это правило, которое я не могу нарушать, и поэтому я не пользуюсь большей частью своего набора, я всегда выбираю более такие открытые цвета, более чистые цвета, потому что чем сложнее цвет, тем больше вероятность того, что я наделаю грязь. В принципе, да, нужно пробовать какие-то вещи, нужно разноображивать свою палитру именно в качестве инструментов, материалов, которыми вы можете работать. Вы можете там что-то покупать, что-то раскрывать для себя только за счет, только для того, чтобы понять, вообще нравится вам это или нет. Потому что есть очень много вещей, которые мы заранее не любим, даже не попробовав. Это как-то, мне кажется, очень глупо. А если вы что-то такое попробуете, в любом случае всегда можно там наборчик пастели можно кому-нибудь передарить. Но вы в любом случае попробуйте, возможно, вам понравится, потому что та девочка, которая рисует гуашью, она также прекрасно рисует акварелью и также прекрасно рисует, по-моему, масляная пастель. И я такая подумала, я буду только акварельки твои смотреть и, возможно, как-то, не копировать, а перенимать какую-то технику. Мне понравилось, как она работает. Вот, поэтому у каждого в любом случае есть любимая и нелюбимая техника, любимые и нелюбимые материалы, но все это приходит только с опытом, потому что вначале вы никогда не можете предсказать, что именно будет ваше, что не ваше. Поэтому я за эксперименты, за пробы, но если вы какую-то новую технику, особенно новый материал хотите попробовать, не покупайте сразу большой набор материалов. Вот честно, купите какой-нибудь маленький, или у кого-нибудь попросите, не знаю, там, если хотите написать маслом, купите там наборчик из 6 основных цветов, один холст какой-нибудь или парочку холстов и 2 кисточки, и все, и попробуйте. Затянет, купите большой набор, завалите себя всякими разными цветами, и как бы вперед из песни. Не понравится, вы используете, там, напишите пару картин, эти 6 маленьких туб вы, в принципе, используете и не будете жалеть о том, что вы купили кучу всего ненужного. Так что я за эксперименты, за то, чтобы пробовать, но не насилуйте себя. Если вот не идет, не получается, не то, что не получается, вы больше испытываете раздражение от того, что вы работаете,
Это верный знак того, что нужно все-таки, ну, наверное, бросать это дело и переходить к какой-нибудь другой технике. А если вы нашли и не хотите экспериментировать, это тоже нормально. Хотите рисовать только ручкой, рисуйте только ручкой. Потому что в этом рисунке, например, мне было сложно удержаться от того, чтобы не сделать черный контур, не сделать графическую подрисовку, но иногда тоже можно попробовать немножко себя остановить. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк и до очередных историй. Пока-пока.